Приветствую. Говорит Макс Вольф. Der Neuaufbau beginnt. Дэвид Ллойд Джордж – довольно яркая и интересная персона, украсившая собой XIX и XX век. Родившись в Уэльсе, он являлся валлийским националистом и имел стойкое либеральное мировоззрение. Часто занимая позиции, неудобные для правящих кругов, Ллойд Джордж заработал себе множество врагов среди британского эстеблишмента, как, например, во время Англо-Бурской войны, когда он, будучи членом Нижней палаты парламента, выступил с резкой критикой ведущегося кровопролития. В новом веке путь политика наверх продолжился. В итоге с 1916 по 1922 год Ллойд Джордж занимал пост премьер-министра. Интересно, что в 1918 он шел на выборы с лозунгом «Повесим Кайзера», однако в дальнейшем выступал против чрезмерного унижения Германии после войны. Он утверждал: «Диктат Версаля рано или поздно приведет к новой войне в Европе». Впрочем, очевидно, Ллойд Джордж был ярым поклонником политики «разделяй и властвуй», так как во время революции в России он активно поддерживал белое движение, однако уже во второй половине 30-х стал одним из самых главных сторонников англо-советского сближения. В сентябре 1936 года он в сопровождении своего сына и своей дочери посетил национал-социалистический Германский Райх, а также провел встречу с Адольфом Гитлером. Свои впечатления о поездке он изложил в интервью Evening Post, а также в статье Daily Express под названием «Я говорил с Гитлером», которая произвела большое впечатление на британского читателя. Это интересный документ своей эпохи, не в последнюю очередь благодаря его автору, которого никак нельзя назвать другом НС-мировоззрения, который скорее ставил себя в резкую оппозицию возникшему в Германии режиму. Тем ценнее кажутся мысли и идеи этого человека, который, будучи безусловно несколько наивен в некоторых своих оценках, тем не менее довольно точно подметил некоторые другие исторические закономерности. Закономерности, к которым его современники остались слепы. Я только что окончил свой визит в Германию. За столь короткий срок можно лишь немного сформировать, или, по крайней мере, перепроверить впечатления, которые уже формировались на протяжении лет, посредством удаленных наблюдений через телескоп прессы, а также расследования тех, кто видел вещи с более близкого расстояния. Теперь я увидел знаменитого немецкого лидера, а также кое-что из тех великих изменений, которые он претворил в жизнь. Что бы мы ни думали о методах, а они, конечно же, не те, что используются в парламентской стране, не может быть и тени сомнения в том, что он достиг великолепной трансформации народного духа в человеческом отношении друг к другу, а также в их социальных и экономических перспективах. По праву он заявил в Нюрнберге, что его движение за 4 года создало новую Германию. Это уже не та Германия первой послевоенной декады, сломленная, удрученная, подавленная чувством тревоги и бессилия. Теперь же она полна решимости и надежд, а также обновленного чувства убежденности в необходимости жить своей собственной жизнью, без вмешательства со стороны какого бы то ни было внешнего влияния. Впервые после войны появилось всеобщее чувство безопасности. Люди стали более жизнерадостными. По всей стране ощущается великое чувство всеобщего душевного подъема. Это более счастливая Германия. Я видел это повсюду, и англичане, которых я встречал во время своей поездки и которые хорошо знали Германию, были крайне впечатлены переменами. Один человек совершил это чудо. Он прирожденный лидер, магнетическая, динамичная личность с целеустремленностью, решительной волей и бесстрашным сердцем. Он не только лишь по названию, но и по факту национальный лидер.
Он обезопасил свой народ от потенциальных врагов, которыми он был окружен. Он также защищает его от постоянного страха голода, который является одним из самых острых воспоминаний последних лет войны и первых лет мира. Более 700 тысяч человек умерли от голода в те черные годы. Последствия этого до сих пор можно увидеть в физическом состоянии тех, кто был рожден в этом мрачном мире. Факт того, что Гитлер спас свою страну от страха повторения этого периода отчаяния, нищеты и унижения, дал ему неоспоримый авторитет в современной Германии. Что касается его безоговорочной популярности, особенно среди немецкой молодежи, то тут не может быть никаких сомнений. Старики доверяют ему, молодежь боготворит его. Это не преклонение перед популярным лидером. Это поклонение национальному герою, спасшему свою страну от беспробудного уныния и деградации. Это правда, что публичная критика правительства запрещена в любой форме, но это не значит, что критика отсутствует. Я слышал, как открыто осуждались речи видных нацистских ораторов, но я не слышал ни слова критики или неодобрения в адрес Гитлера. Он неуязвим для критики, словно король в монархической стране. Но он и нечто большее. Он Джордж Вашингтон для Германии. Человек, который завоевал для своей страны независимость от всех ее угнетателей. Для тех, кто лично не видел и не чувствовал, как Гитлер правит сердцами и умами Германии, это описание может показаться экстравагантным. И тем не менее, это чистая правда. Этот великий народ будет лучше работать, жертвовать большим, а если необходимо сражаться с большей решимостью, потому что сам Гитлер просит их об этом. Тот, кто не способен постичь этот основополагающий факт, не может судить о нынешних возможностях современной Германии. С другой стороны, те, кто воображают, будто бы Германия вернулась к своему старому империалистическому нраву, не имеют абсолютно никакого представления о характере перемен. Идея запугивания Европы Германией, угрозами, что ее несокрушимая армия может перейти границы, не являются частью нового видения. То, что Гитлер сказал в Нюрнберге, правда. Немцы будут до смерти сопротивляться любому захватчику, но у них больше нет желания вторгаться в какую-либо другую страну. Лидеры современной Германии слишком хорошо знают, что Европа слишком грозное место, чтобы быть захваченной и растоптанной какой-либо одной страной, каким бы мощным ни было ее вооружение. Они усвоили этот урок на войне. Гитлер прошел всю войну и знает по личному опыту, что такое война. Он также очень хорошо знает, что сегодня шансы агрессора на успех еще ниже, чем тогда. То, что тогда было Австрией, сегодня в основном будет враждебно идеалам 1914-го. Немцы не питают никаких иллюзий относительно Италии. Они также знают, что русская армия гораздо более эффективна, чем в 1914-м. Установление немецкой гегемонии в Европе, являвшееся целью и мечтой старого довоенного милитаризма, даже не маячит на горизонте нацизма. Но, как может сказать любой, кто знаком с войной, существует большая разница между оборонительным и наступательным вооружением. В обороне вооружение не должно быть таким мощным, а войска, владеющие им, столь многочисленными и хорошо обученными, как в наступлении. Несколько отборных пулеметчиков, умело спрятанных в укрытиях, могут сдержать дивизию, поддержанную сокрушительной артиллерией. Германия построила сильные оборонительные позиции и имеет, я в этом не сомневаюсь, достаточное количество обученных, или скорее полуобученных людей, с достаточным количеством пулеметов и артиллерии, чтобы удержать эти позиции от вражеских атак. Она также имеет очень эффективный и мощный воздушный флот. И нет никаких попыток скрывать эти факты. Перевооружение идет совершенно открыто. И так это и было задумано. Всплеск неповиновения, брошенный против России, объясняет это. Теперь они чувствуют себя в безопасности. Однако Германии понадобится не менее 10 лет, чтобы создать армию, достаточно сильную, чтобы противостоять армиям России или Франции на любой земле, кроме своей собственной. Там она может успешно сражаться, поскольку сможет выбирать поля сражений, которые она тщательно подготовила и укрепила, и у нее хватит людей, в достаточной мере обученных для защиты окопов и бетонных позиций. Но ее призывная армия очень молода. Есть настоящая пропасть в годах, которую необходимо заполнить в резерве, и в особенности в офицерах.
Если говорить о наступательной армии, то ей потребовалось бы около 10 лет, чтобы подняться до уровня Великой армии 1914 года. Но вот любая попытка повторить выходки Пуанкаре в Руре теперь встретит фанатичное сопротивление со стороны множества храбрецов, которые считают смерть за отечество не жертвой, но славой. Это новый нрав немецкой молодежи. В их вере в движение и в его лидера есть что-то почти религиозное. Это произвело на меня наибольшее впечатление по сравнению со всем, что я видел во время своего короткого визита в Новую Германию. Повсюду царит атмосфера возрождения. Она оказывает необычайное влияние на объединение нации. Католик или протестант, пруссак или баварец, работодатель и рабочий, богатый и бедный – все объединились в один народ. Религиозные, территориальные и классовые факторы больше не разделяют нацию. Страсть к единству рождена суровой необходимостью. Разделения, последовавшие за крахом 1918-го, сделали Германию бессильной в противостоянии своим проблемам, внутренним и внешним. Вот почему столкновения соперничающих течений не только осуждаются, но и временно подавляются. Публичное осуждение правительства цензурируется так же безжалостно, как и в состоянии войны. Для британца, привыкшего к поколениям свободы слова и свободной прессе, такое ограничение свободы действует отталкивающе, но в Германии, где подобные свободы укоренились не столь глубоко, нация соглашается с этим не потому, что боится протестовать, а потому, что она столь сильно пострадала от разногласий, что подавляющее большинство считает, что подобные свободы необходимо временно отменить любой ценой. Свобода критики, таким образом, пока под вопросом. Идеалом и идолом момента является германское единство, не свободы. Я повсюду встречал яростную и бескомпромиссную враждебность к русскому большевизму в сочетании с искренним восхищением британским народом и глубоким желанием добиться лучшего и более дружеского взаимопонимания с ним. Немцы решительным образом решили никогда больше не ссориться с нами, и нет у них ни капли мстительных чувств по отношению к французам. Они абсолютно выкинули из головы всякое желание возвращения Эльзас-Лотарингии. Однако есть настоящая ненависть и страх перед русским большевизмом, и, к сожалению, они усиливаются. Они составляют движущую силу их международной и военной политики. Их частные и публичные разговоры полны этого. Куда бы вы ни пошли, вам не придется долго ждать, прежде чем вы услышите слово «большевизм», и оно будет повторяться снова и снова. Их взоры устремлены на восток, как будто они пристально следят за наступлением Дня гнева. К этому дню они готовятся со всей своей немецкой тщательностью. Этот страх не напускной. На всех уровнях присутствует убежденность, что есть все основания для опасений. Они ужасаются огромной армией, созданной Россией за последние годы. Исключительно яростная антинемецкая кампания оскорблений, публикуемая в русской официальной прессе и транслируемая официальным московским радио, спровоцировала в Германии подозрение, что советское правительство замышляет козни против их отечества. К сожалению, немецкие лидеры приписывают это влиянию видных российских евреев, и таким образом антиеврейские настроения разжигаются вновь, как раз в тот момент, когда они как раз поутихли. Немецкий темперамент находит не больше удовольствия в преследованиях, чем британский, а врожденное добродушие немецкого народа вскоре сменяется терпимостью после проявления дурного нрава. Каждый добродетель Германии, и я отношу себя к их числу, искренне молятся, чтобы разглагольственные речи Геббельса не спровоцировали очередную антиеврейскую манифестацию. Это во многом засушит зеленые ростки доброй воли, которые столь пышно росли на выжженном поле битвы, некогда разделившем великие цивилизованные нации. Но мы должны поступить благоразумно и не придавать чрезмерного значения недавним антироссийским вспышкам. Дело в том, что правительство Германии в своих отношениях с Россией сейчас находится на той стадии, из которой мы сами едва успели выйти. Все мы помним время, когда Москва через свои официальные издания, прессу и радио совершала ожесточенные личные нападки на отдельных британских министров.
Остина Чемберлена, Рэмзи Макдональда и Черчилля и осуждала нашу политическую и экономическую систему как организованное рабство. Мы же начали кампанию клеветы, заклеймив их лидеров как убийц, их экономическую систему как разбойничью, их социальные и религиозные взгляды и поведение как разгул безнравственности и атеизма. Такова была официальная форма дипломатических отношений между коммунистической Россией и остальным миром, причем с обеих сторон. Мы не должны забывать, что даже когда у нас был российский министр, мы фактически отправили полицию совершить налет на одно из официальных зданий российского посольства, дабы проверить их корзины с замороженным маслом на предмет измены. Никто не предполагал, что это было задумано как умышленная подготовка или провокация к войне с любой из сторон. Взаимный обмен оскорблениями между Германией и Россией – это всего лишь обычный язык дипломатии, к которому все страны уже привыкли за последние 20 лет, когда дело касается коммунистической России. Ради нашего же спокойствия важно осознать, что продолжение этой непристойной перепалки ни в коем случае не предвещает войну. Германия готова к вторжению в Россию не более, чем к военной экспедиции на Луну. Что же тогда имел в виду фюрер, когда противопоставлял богатые, но малообрабатываемые земли Украины и Сибири и неисчерпаемые минеральные ресурсы Урала бедной немецкой земле? Это был просто нацистский ответ на обвинения, выдвинутые Советами относительно страданий крестьян и рабочих Германии под нацистским правлением. Гитлер ответил Советам усмешкой, указав на то, как отвратительно используют они огромные ресурсы своей собственной страны, особенно по сравнению с достижениями нацистов в стране, природное богатство которой относительно скудны. Это всего лишь обмен оскорбительными любезностями между двумя авторитарными правительствами, но это не означает войны между ними. Он и его последователи испытывают ужас перед большевизмом и, несомненно, недооценивают великие дела, которые Советы совершили в своей огромной стране. Большевики в ответ преуменьшают заслуги Гитлера перед Германией. У меня здесь не хватило бы места, чтобы привести список проектов, которые реализуются в Германии для разработки ресурсов и улучшения жизни ее народа. Они велики и успешны. Я лишь хотел бы указать здесь, что я более чем когда-либо убежден, что свободная страна, в которую я вернулся, способна достичь большего в этом направлении, если только ее правители наберутся смелости и решительно поставят перед собой такую задачу. Приезд Ллойд Джорджа стал особо значимым событием для Германии. В Мюнхене в окружении почетной гвардии СС он возлагал венок к памятнику неизвестному солдату и стоял перед музеем войны, который впоследствии был разрушен англо-американскими ковровыми бомбардировками. На следующий день Гитлер пригласил его в Оберзальцберг. «Я чрезвычайно рад», – сказал Гитлер, идя с протянутой для пожатия рукой навстречу бывшему премьер-министру Великобритании, «приветствовать в моем доме человека, которого мы в Германии всегда считали настоящим победителем в мировой войне». «А я считаю, мне посчастливилось», – с готовностью ответил гость, – «встретиться с человеком, который после поражения объединил весь немецкий народ и повел его за собой к восстановлению». Помимо фюрера и его достопочтенного гостя, в беседе также принимали участие переводчик Пауль Шмидт и Йоахим фон Риббентроп, причем последний едва ли произнес лишь пару фраз. Это был один из лучших дней Гитлера. Посвежевший после пребывания в горах, слегка загоревший, явно радующийся признанию, которое означал этот визит всемирно известного государственного деятеля, он начал с воодушевлением говорить о своем опыте простого солдата на фронте. «Я часто сталкивался с англичанами», – сказал он, перечисляя многие места на Западном фронте. Он похвалил английских солдат и углубился в подробности их оснащения и тактики. Ллойд Джордж оказался удивительно сведущим во всех этих вопросах. Он смог точно сказать Гитлеру, почему какое-либо отдельное наступление было предпринято в определенный день. После продолжительного разговора на эту тему они стали обсуждать политические дела. «Союзы всегда опасны», – сказал валиец. «В последнюю войну они способствовали распространению враждебности, как пожар в прерии. Если бы не они, конфликт можно было бы локализовать». Сознательно или невольно, он в точности выразил мнение Гитлера о коллективной безопасности. Одним из любимых лозунгов Гитлера был следующий: «Никаких многосторонних обязательств.
только взаимные пакты о ненападении между соседями. Довольно резко Ллойд Джордж затем перевел разговор от политики к социальным мерам, которыми Германия всегда отличалась. Национал-социализм начал в этой сфере проведение экспериментов, которые особенно интересуют Англию. «Это не эксперименты, а хорошо разработанные планы», – возразил Гитлер, который, вероятно, подумал, что слово «эксперимент» подразумевает какую-то критику. Но Ллойд Джордж был далек от того, чтобы подразумевать что-либо подобное. С красноречивым энтузиазмом он говорил о мерах Германии по ликвидации безработицы, о медицинском страховании, благосостоянии общества и об отпусках. Он уже разузнал о многом из того, что делалось на трудовом фронте, и, казалось, увиденное произвело на него глубокое впечатление. Гитлер был весьма очарован своим гостем. Впоследствии он постоянно ссылался на беседу с великим английским государственным деятелем Ллойд Джорджем. Он настойчиво приглашал его посетить предстоящий съезд в Нюрнберге, но его гость категорически отказался. «Я приехал в Германию не ради политики. Я хотел лишь изучить ваши социальные мероприятия, и прежде всего ваше решение проблемы безработицы, которая является такой большой угрозой и в Англии тоже. Если бы он поехал в Нюрнберг, — сказал он, — это было бы неверно истолковано в Англии». Понадобилось некоторое время, чтобы беседа вошла в прежнее русло, после охлаждения, вызванного этим замечанием. Солнце уже клонилось к горизонту, когда после почти трехчасовой беседы закончилась эта примечательная встреча. Старый победитель мировой войны тепло попрощался с молодым диктатором. Они договорились, что на следующий день Ллойд Джордж приедет на чай со своей дочерью и сыном, которые приехали вместе с ним. В Германию с ним приехала вся либеральная партия. Злобно писали газеты в Англии по этому поводу. Уезжая, знаменитый старик похлопал переводчика по плечу и сказал: «Благодарите Бога, что у вас такой замечательный фюрер». Гитлер проводил своего гостя до автомобиля, и когда тот уехал, он не смог скрыть восторга от его посещения. Познакомиться с этим прославленным государственным деятелем Великобритании – великая честь для меня. Когда машина валийца остановилась у отеля, его дочь Меган, шутя, поздоровалась с отцом приветствием «Хайль Гитлер». При этом престарелый Ллойд Джордж сделал серьезное лицо и ответил со спокойной решимостью: «Разумеется, Хайль Гитлер, я тоже произношу эти слова, потому что он действительно великий человек». Спустя много лет в своей военной истории могильщик Британии Черчилль напишет: «Никто не заблуждался так глубоко, как господин Ллойд Джордж, чьи восторженные отзывы о его беседах странно читать сегодня». Впрочем, глядя на современную Великобританию, отзывы господина Черчилля по любой теме, касающейся политики, сегодня выглядят странно.